Вандер – работник местного кафе. Ему 20 лет, а он уже готовится стать отцом. А осчастливила его этой новостью его девушка с красивым именем Франция. Хоть ей только 15 лет, она не считает, что рожать ей еще рано. Я бы сказала, что она даже слегка затянула с этим делом, ведь у пары ее одноклассниц уже по 2 детей. Добро пожаловать в Доминиканскую республику. Это жизнь других. Каждый год тысячи туристов приезжают в Доминиканскую республику, чтобы провести незабываемый отпуск. Купаться в теплом океане, есть экзотические фрукты, а кто-то даже крутить курортные романы. Но как живут местные жители и считают ли они свою жизнь действительно райской? Давайте сегодня же это все и узнаем. Если бы я родилась в Доминиканской республике, то, например, в семье Франции и Вандера. Была бы дочерью очень молодых родителей и мечтала бы о будущей карьере, например, парикмахера. Или в семье Амара Кастилло. Не представляла бы своей жизни без бейсбола и обожала бы проводить выходные с семьей у океана. Ну или в семье Янери Пейс. Унаследовала бы фамильное ранчо и проводила бы свободное время на кофейной плантации. Но кто бы не был моей доминиканской мамой, все бы прошли один и тот же ритуал. 41 день не мыть голову, не красить ногти и не дай бог в эти дни выйти на улицу. Это обыкновенные послеродовые будни любой доминиканки. Считается, что женский организм после родов ослаблен и требует восстановления. Поэтому многие жительницы Доминиканы ограждают себя от привычных процедур, чтобы не навредить себе. Роды везде платные. При наличии страховки доминиканцы доплачивают лишь небольшую разницу – около 1300 песо. В частной клинике страховка может не покрыть всех расходов, и тогда придется заплатить от 30 до 50 тысяч песо. Но пока во всем мире мамами все чаще и чаще становятся после 30, доминиканки впереди планеты всей. Когда я училась в школе, я делала домашнее задание до посинения, потому что родители должны были проверить. И у меня был строгий контроль. В 9 часов, где бы я ни была, я должна была быть дома. А доминиканские школьницы могут воспитывать своих детей. И тут это никого не удивляет. Господи, я бы с ума сошла, если уроки делать и детей воспитывать. Да, вы не ослышались. На острове девочки рожают детей с 13-летнего возраста. Чем беднее район и город, тем раньше девочки беременеют. Некоторые в свои 15 уже могут запросто растить 2 детей. Вся проблема в необразованности и отсутствии сексуального воспитания. Мы пытаемся как-то на это повлиять, но церковь нам препятствует, не признавая средства защиты. Знакомьтесь, это Франция. Ей 15. И она только-только перешла в 8 класс. Но учебу ей придется отложить, ведь она на 5-м месяце беременности. Вандер – отец ее будущего ребенка. Ему 20. И он работает в кафе быстрого питания. Пара живет с мамой Вандера и готовится стать молодыми родителями. А скажи, пожалуйста, а у вас в классе еще девочки какие-то имеют детей? Да, у 2 уже есть дети. То есть и они имеют детей и ходят на учебу, да? Да. Ты знаешь, в Европе в 15 лет это еще считаются дети, подростки, и как-то им рано иметь детей. В Европе рожают после 30 иногда первого ребенка, поэтому для нас, кажется, это очень-очень рано. И поэтому я вот думаю, как же вы справляетесь? Молодые такие, вы сами еще практически дети. И как же вот вы видите свою дальнейшую жизнь?
Я надеюсь, что моя мама или свекровь будут помогать мне с ребенком, и я смогу вернуться в школу, чтобы учиться. Я также мечтаю поступить в университет и стать учителем физкультуры. А я просто буду брать больше смен на работе, чтобы обеспечить свою семью. А скажи, пожалуйста, когда ты узнала, что ты беременная, какая была твоя реакция? Ты обрадовалась или ты испугалась? Я была очень рада. Я хотела ребенка, и это случилось. А сколько вы встречались? Мы встречались 3 месяца. Вы планировали ребенка? Ну, конечно. А почему бы и нет? Как твоя мама отреагировала? Моя мама уже давно ждала внуков и спрашивала меня постоянно, ну когда уже будут внуки, ну когда? Ну, вот она и дождалась, так сказать. А твоя мама как отреагировала? Моя мама тоже обрадовалась. Это ее второй внук. У моего брата уже есть ребенок. Такому спокойствию со стороны родителей можно только позавидовать. Хотя в свои годы они тоже времени зря не теряли, так сказать. А твоя мама тебя во сколько родила? В 16. А брат у тебя старший или младший? Старше ему уже 17. То есть твоя мама родила в 14 брата? Ага. Сколько брата ребенку лет? 2 годика. То есть твоя мама в 29 лет уже стала бабушкой? Ух, вот это красота, конечно. Господи, я аж это, видишь, как я аж нервничаю, ты понимаешь? В 14... Хотя, с другой стороны, чего удивляться? В 14 мама, 28-29 бабушка уже. Вот и все. А что ж вы будете делать в 40-50? А, я знаю, у вас будет жизнь только-только начинаться. Вы начнете... Если бы ты сейчас могла вернуть время назад, ты бы что-то изменила или все оставила, ну, так, как есть? Время уже не вернуть назад, поэтому я счастлива тому, что сейчас происходит со мной. Но соглашусь, что прежде чем заводить детей, стоило бы закончить школу. Боже, вы такие милые, честно говоря, что прям я вас очень, конечно, поздравляю. Хочу, чтобы у вас все прям было очень хорошо. В таком юном возрасте в основном рожают девочки из бедных районов и малообеспеченных семей. Ведь они берут пример со своих родителей и также спешат жить, упуская возможность насладиться своей юностью. Доминиканская республика – отличное место для идеального отдыха. Но сделать его незабываемым поможет вам компания «Два банана». Лучшие экскурсии, экстремальный отдых, а также свадьбы и фотосессии на берегу океана. В общем, все, что только пожелаете. Мне 17 лет. Ни я, ни моя одноклассница не планируют в ближайшее время рожать детей. Мы хотим получить знания и поступить в университеты. Таких школьников, как Хиллари в Доминикане, большинство. С 6 лет каждый житель страны начинает свою школьную жизнь и до 18 лет получает среднее образование. Школы в Доминикане платные. В среднем обходится от 2,5 до 5 тысяч песо. Но особой популярностью пользуются религиозные школы, ведь за них не надо ничего платить. Программа в нашей школе отличается лишь наличием предмета религиоведения. В остальном все так же, как и везде. Мы рады, что благодаря нам дети из малообеспеченных семей могут получить полноценное образование. Обыкновенная доминиканская школа. Для того, чтобы все-таки вам все сейчас рассказать и узнать, я решила позвать своего... О, Джейсон, иди сюда. Своего друга, который, в принципе, нам все и расскажет. В общем, я пришла к тебе в школу. Расскажи, что у вас тут классное, и что тебе нравится, что не нравится, окей? Давай, все, пошли. Это классы. Да? Тут что? Тут малышня учится, да, у вас? Прямо на улице, окон нет. Слушай, ну это хорошо проветривается, правильно, да? Ой, ну хорошо, ну давай еще. Ну давай, показывай мне, короче, куда ты любишь ходить в своей школе. Я обожаю математику, зависать в столовке и физкультуру. А я поняла, ну ты с физкультуры сбежал, да? Да, только что закончился урок, и я сразу к вам. Так, ну идем, показывай мне, где ты учишься. Надо только перейти к другому корпусу. Тут учится малышня. А, то есть вот это все младшее, а ты уже в старшей, да? Сколько тебе, 13? Совсем скоро будет 13. 12. О, так идем в старшую. Старшая мне лучше. Что, малыши, все понятно с ними? В школе есть подготовительные классы для детей от 3 лет. Они находятся в отдельном здании. Остальная территория школы предназначена для школьников с
1 по 12 классы. В каждом классе до 20 детей. И гуляя по школе, даже забываешь, что она религиозная, ведь об этом тут ничего не напоминает. Ну, кроме бюста Папы Римского. Заглянем на урок. Может, там увидим что-то необычное. Ага, то есть ты сейчас биологию прогуливаешь, да? И что вы тут делаете? Вот учитель. Hello. Сейчас у нас лабораторное по строению тела человека. Эту тему я знаю очень хорошо. Ну и что, как с детьми? Вообще они списывают друг у друга? Они так ли сидят все близко? Нет, я слежу за этим. Вообще, доминиканские дети послушные и не очень шумные. Как наш Джейсон, расскажи. Это один из моих любимых учеников. Думаю, он далеко пойдет. Ну окей, идем покажешь мне теперь в столовую, сегодня прогуляешь биологию. Чао, рагаци. Все, не будем вам больше мешать. Идем. Скажи мне, а твое любимое место вообще в школе где? Вот где ты любишь больше всего находиться? Обожаю баскетбольную площадку. Скажи мне, во сколько у тебя начинаются уроки? Уроки с 8, но мы уже в 7:45 должны быть в школе. В 7:45 ты должен быть уже в школе. Во сколько же ты просыпаешься? Встаю в 6, успеваю умыться, одеться, позавтракать и доехать до школы. Как ты доезжаешь до школы? По-разному. Когда мама подвозит, когда на автобусе еду. А вот и столовая. Такое ощущение, что по ней только что ураган прошелся. Хотя сами доминиканцы говорят, что ураганы для них редкое явление. Ну, если не ураган, значит, у школьников только что был обеденный перерыв. У вас есть какая-то специальная перемена, где вы кушаете? Или вы на каждой перемене сюда можете бежать и купить что-то? У нас есть перерыв с 12:30 до 13:30. И тогда мы тут все и собираемся. То есть ты приходишь, и вот что ты себе покупаешь? Что ты любишь больше всего? Панаду – это пирожок такой, сок и сэндвич иногда. То есть ты из дома не везешь еду, ты тут все покупаешь, да? Нет, я все перекусы покупаю тут. А тебе мама дает деньги с собой? Обычно 40-50 песо. В общем, и на континентах, и на островах школьная жизнь ничем не отличается. Те же парты, те же предметы и та же любовь к пирожкам из школьной столовой. Так, ну все понятно. Короче говоря, все мне рассказал, показал. Все, беги на урок, я уже пойду тоже по своим делам. Спасибо тебе большое. Давай, все. Чао, какао. Хи-хи. Классный пацан. Ну, а мы поехали дальше. Большая часть выпускников старается поступить в университеты. Ведь уровень высшего образования в Доминиканской республике считается достаточно высоким и в большинстве своем соответствует мировым стандартам. Даже соседи из Америки приезжают сюда за дипломом. Для того, чтобы получить диплом американского образца, местным студентам не нужно лететь ни в какую Америку. Они это могут сделать прямо у себя на родине. Ну а что, ребят, ну красота же. Океан, пальмы, высшее образование. Ой, слушай, ну красота, вот это класс, вот это я понимаю. Кроме приятного климата, иностранцев привлекает и стоимость нашего образования. Ведь в среднем год обучения стоит всего 26 тысяч песо. Но если ты закончил школу с высокими баллами, то с легкостью можешь претендовать на бюджетное место. Я учусь абсолютно бесплатно. К тому же многие университеты разрешают самим формировать свое расписание, поэтому я успеваю работать и зарабатывать себе на жизнь. Но не всегда успех определяется наличием диплома о высшем образовании. Аричи Real Estate с 2008 года является лидирующей компанией по недвижимости в туристическом сердце Доминиканской республики Пунта-Кана. Команда профессионалов найдет идеальный вариант для любых нужд. Покупка, продажа, аренда недвижимости на любой срок и бюджет, юридическая поддержка, обустройство в новой стране и инвестиции. Для того, чтобы стать богатым и успешным в Доминикане, есть два пути. Первый – родиться в богатой семье. Ну а если не повезло, то стать бейсболистом. Кто бы мог подумать, но бейсбол является национальным спортом Доминиканской республики. Все мечтают о бейсбольной карьере. Дети с малых лет тренируются у себя во дворах. С помощью обычной крышечки от бутылки и палки они отрабатывают удары. Возможно, поэтому из них вырастают лучшие бейсболисты в мире.
Каждый год бейсбольные команды подписывают контракт с несколькими моими учениками, на каждом из которых мы можем заработать от 500 тысяч до нескольких миллионов долларов. Умар когда-то был звездой американского бейсбола. Сейчас он вернулся на родину в небольшой город Игуэй и воспитывает новое поколение будущих звезд бейсбола. Слушай, я хочу тебе сказать, что у меня были встречи с тренерами футбола, баскетбола, а вот бейсбола никогда не было. Представляешь, я ни разу не видела бейсбол вообще вживую, только по телевизору в кино. Клянусь, ты у меня первый. Тогда за дело. Да? О, даешь мне... Куда? Надевай перчатку. На левую руку? Да. А как на левую? Я ж не могу. Я не поймаю никогда левой рукой. Ты что, с ума сошел? А куда? А, пальцы надо вставлять? О, ничего себе! Вот это да! А как... О! Вот так вот поймать... Это же какая сложная работа. Потом ее... все. Ну так все, тогда я, в принципе... Ну все, берегитесь, бейсболисты, я берусь за дело. Ну ты мне скажи, вообще сложно научить детей играть? Это очень просто. Просто? Ну я бы так не сказала, как бы. Ну ты мне скажи, а у тебя вот много детей, кто из них вот реально потом вот становится бейсболистом крутым, а кто уходит в тень и все, в принципе, никто про них больше ничего не знает? Пробиваются единицы. Ежегодно лишь с 2 парнями подписывают контракты, а остальные несколько десятков вынуждены навсегда забыть о бейсболе. Но я учу их всегда бороться до конца. И сколько зарабатывает бейсболист, ну вот такой вот уже, ну прям не звезда, а вот начинающий? От 5 до 8 миллионов долларов в год. 5-8 миллионов? 5-8, ты видишь? Так, учимся, давай. Давай, говори мне, как? Я что же хочу, слушай, давай. А потом же надо еще бежать, вот это вот, это вот самое сложное, я тебе хочу сказать. Я 5 лет днем и ночью отрабатывал броски и удары, но в команду меня таки не взяли. Пришлось идти работать в магазин. Ты мне скажи, а тренер вообще это обеспеченный человек здесь, в Доминикане? Я получаю около 10% с каждого контракта, который подписывают мои ученики. Ну это супер, а в каком возрасте покупают их? Где-то в 11-12 они приходят к нам, и уже к 16 годам их забирают. Что тебе помешало продолжать дальше вот вести свою звездную жизнь? К сожалению, из-за травмы плеча я был вынужден покинуть большой спорт. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что и я могла бы стать балериной в свое время. У меня были очень хорошие данные, но у меня тоже травма, я очень люблю есть. И вот, видишь, мы с тобой похожи, получается. Оба травмированных, так сказать. Ну, ничего поделаешь, понимаешь, я довольна своей судьбой, а ты... Я очень счастлив. Бог дал мне все, что нужно. Любимая семья теперь рядом, а я по-прежнему занимаюсь любимым делом. Я тебя понимаю, поэтому знаешь, что я не буду бейсболисткой за твои сумасшедшие миллионы, потому что мне очень нравится моя работа, мне вот Бог дал эту работу, и буду нести этот крест до конца. А в ней, во-первых, жарко, могу тебе так сказать. Маникюр портится. Короче, куча минусов в твоей работе, поэтому идем. Маникюр для слабаков. Да, но видишь, да, и тебе... у тебя тоже красивые ногти, кстати, молодец, на, держи. Так, идем, я не могу, вот это жарко, вот эта перчатка вот это... Нет, это надо смотреть все-таки по телевизору. Идем, пошли. Но пока одни доминиканцы грезят большим спортом, другие живут обычной жизнью и дальше своего ранчо уезжать не собираются. Все понимают, что такое заниматься сельским хозяйством, правильно? Выращивать капусту, огурцы, помидоры, яблоки, груши. Ну, перечислять можно до конца дня. А что такое сельское хозяйство по-доминикански? Представляете? Манго, ананасы, какао, карамболь, не побоюсь этого слова. Я вот и приехала на такую ферму, где люди занимаются сельским хозяйством. Просто бананы, кокосы, ананасы. Янери со своей семьей живет на фамильном ранчо, которое им досталось по наследству от их деда. Продать его за 90 миллионов песо и поделить между всеми было бы невыгодно. Ведь тут живет 12 человек, и тут же вся семья выращивает продукцию, которая их и кормит.
Янерис, привет. Привет. Ола, что делаешь тут? Обжариваю кофе. Давай я буду жарить и мешать тебе, а ты отдыхай. Расскажи, слушай, ну я посмотрела, у тебя тут на плантации много что растет, да? И манго у тебя, там я видела, там карамболь шла. Что у тебя еще растет? Кофе? Кофе тоже растет? Да, еще растет какао, ананасы и бананы. А яблоки растут у вас? Нет, Чего? климат в нашей зоне не тот. А в нашей зоне растут яблоки. Даже приедешь, наешься яблок. Ой, ребят, ну я кофе делаю, боже мой. И скажи мне, пожалуйста, вы потому что продаете его или для личных нужд у вас? Большую часть мы продаем. Ой, любишь кофе? Да, Вот это я понимаю, сразу подругу нашла. Ой, не могу, слушай. Ну и как нормальная вообще прибыль приносит продажа какао? да, около 30 тысяч песо в месяц. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, вот я его мешаю, а ты понимаешь, до какой степени я должна его мешать? Или ты так на глаз? Ой, господи. Я по виду определяю, когда зерна совсем темные, то уже готово. Пока мы болтали, кофе обжарился. И мы решили немного перемолоть для нескольких чашечек кофе. Это, слушай, это какая-то мясорубка. У меня мама делала это котлетки так. It's okay? Okay? Да, О, да. И все, и начинаем вот это крутить, да? Вот это у вас кофемашинка такая. Ты не так делаешь. ты крутила не в ту сторону. А, во, видал как? Ага. Ладно, устала я что-то, а хочется еще и дом посмотреть. Ох, красота. Это вот ваш дом, да? Ой, сколько у вас тут кресел. А зачем вам тут столько кресел сразу с диваном? Вы тут собираетесь? У вас тут диванные вечеринки или что? Мы любим собраться все вместе, пообщаться, выпить кофе. А и вот в этих комнатах это ваши спальни, да? Да, проходи. Вот, видишь, так, вентилятор. Все очень жарко. А тут, кстати, в комнате прохладно у вас, да? Нормально. Ой, а это у нас что тут, лекарства? Да? А, нет, это будуар. Мамин тут духи стоят. Ой, тут зеркальце, та-та-та. Один шкаф, второй, третий. Зачем вам столько шкафов в одной комнате, а? Это... Это зеркало! Это в полный рост зеркало. А, знаешь, так, Свет, мой зеркальце, скажи, так... Ой, скузи. Свет, мой зеркальце, скажи, так закрыла, чтобы никто больше... Я никогда не видела, чтобы зеркала закрывали. У нас был тоже когда-то в детстве трильяж, но он не закрывался. Ой, слушай, так чик. Ну так чирик. Зеркала в спальне – это плохая примета в Доминикане. Приходится их как-то прятать. Так, это мамина спальня. Идем дальше. Ой, класс, это зеркало, слушай, мне понравилось. А тут чья комната? Кто там? Это туалет и душевая. Ага, ну туалет как туалет. Раковина, что очень оригинально для туалета. Унитаз и... Ничего себе у вас душевая... А что это у вас за душевая кабина? Тут же однокомнатная квартира, иди сюда. Посмотри. Сережа, иди ко мне в душ. Ты посмотри, тут же можно танцевать. Вот это да. А зачем вы тут все вместе душ принимаете? 2-3 человека запросто могут купаться вместе. В смысле 2-3 человека сразу? А кто у вас принимает душ одновременно? Брат с племянниками могут там помыться вместе. Ну, в принципе, почему бы нет? Ну а что, удобно. Зато по утрам нет очереди в ванную. В доме есть еще несколько спален, кухня и столовая. В столовой, пожалуй, мы и продолжим наше общение. А где, то есть это вот у вас сейчас вот мама, брат и сын. А где остальная ваша семья? Где они все? Сегодня выходной, поэтому они уехали на речку, а мы остались на хозяйстве. У вас такой большой дом. Сколько метров он? Дом 200 метров и еще 20 соток земли. Сколько коммунальный? Это свет, вода, электричество. Сколько вы платите? Недорого. До 2000 песо в месяц тратим. Вот, так это немного. И главное, что вам не нужно отопление. У вас же все время тепло. Видите, какая хорошая экономия. А у нас холодно. А кто у вас вообще в семье? Вот у вас есть главный человек, который вот отвечает за все? То есть, судя по тому, что ты все время отвечаешь, ты главный. А судя по тому, что ты молчишь, так ты вообще еще главнее, чем самый главный. Это так? Да, он главный.
Ну, сложно быть главой такой большой семьи, когда еще столько женщин. Или нет, или они нормальные, все послушные. Это очень дорого. Я по вам это вижу и сочувствую, так сказать. У меня тоже 3 собаки, и мучений очень много. Но благо подрастает молодое поколение, которое скоро придет на помощь. А вот ваши дети, они вот живут с вами, они вам помогают работать на плантации или где-то учатся? Сколько тебе лет? Мне уже 20 лет, и сейчас совмещаю школу и работу на плантациях. Скажи мне, то есть ты остался на 2-й год? Я был не очень послушным и трижды оставался на 2-й год. Ну, надоело уже учиться в школе, да? Не-не-не, наоборот, уже хочу закончить скорее и пойти в университет. А вообще, тут принято детей наказывать, бить, если они не слушаются? Раньше родители могли ударить за дело. Сейчас же достаточно просто забрать телефон. А что страшнее, если тебе дадут подзатыльник или заберут телефон? Телефон. Конечно, телефон. Вот это ж лучше мне 3 раза дайте подзатыльник, только оставьте мне мой телефон. Я знаю. Семья Яныры живет очень скромно по местным меркам. Казалось бы, имея в наличии целую плантацию, можно жить припеваючи, но нет. В месяц их семейный доход не превышает 50 тысяч песо. Для сравнения, учителя зарабатывают столько же. А вот зарплата врачей в частных клиниках достигает 100 тысяч. Доминиканцы не славятся своей амбициозностью и часто довольствуются тем, что имеют. Главное, чтобы была крыша над головой и чтобы было чем накормить семью. Но не у каждого жителя Доминиканы есть плантации, поэтому еду они покупают в небольших магазинах под названием «Кальмадо». Все самое необходимое доминиканцы могут купить вот в таких маленьких магазинчиках. Ну, сколько они зарабатывают, мы уже выяснили, а вот сколько тратят, мы сейчас все и узнаем. Идем. Hello. Слушай, ну интересно просто, что у вас тут продается? Я смотрю, сок, да? Сколько сок стоит? Пачка сока стоит 85 песо. Ага, а яйца? Десяток отдаю за 60 песо. Отлично, а это авокадо, да? Сколько авокадо стоит у вас? 35 за штуку. 35 песо, это же вообще чушь. Что это за зеленые бананы? Зачем они вам? Это такой сорт бананов, который мы любим готовить на завтрак с яйцами и беконом. А, супер. А то есть эти бананы жарят? Да-да. Прекрасно. То есть вот, ребята, новые лайфхаки, так сказать. Зеленые бананы, вы все время проходите мимо них, ничего подобного. Берете, жарите с яйцом, с авокадо и с беконом, да? Да-да. И все, и шикарный доминиканский завтрак. Легкий, сытный. Вот, слушай, надо будет попробовать сегодня. Так, хорошо, что у вас тут шляпы, шлепки продаются? Это вещи первой необходимости? Для доминиканцев, да. Здесь же повсюду пляжи. Слушай, ну прекрасно, недорого, сытно, вкусно, красиво и замечательно. Пойду, у вас очень жарко, знаешь, извините. Днем это маленький магазинчик, где можно купить яйца, бананы, кусочек колбаски, а вечером... А вечером это место превращается в бар, в котором в любой день недели собирается множество доминиканцев и весело проводят время. Местные жители покупают напитки, включают громкую музыку и танцуют, насколько хватает сил. Несмотря на шум, соседи никогда не пожалуются на стихийную вечеринку. Они прекрасно понимают, что завтра сами могут танцевать на том же самом месте. Жалко только продавцов, которые после 8 часов вечера превращаются в барменов. Их рабочие смены порой составляют 18 часов, а их месячный доход всего 10 тысяч песо. Подыскиваю новую работу. Мой друг зовет меня работать на сигарную фабрику, ведь там я буду зарабатывать те же 10 тысяч, но за неделю. Минздрав предупреждал, а Доминикана что? Да ничего, им как об стенку горох, понимаешь? Взяли и стали номером 1 в мире по производству сигар. Ну вот что с ними делать? Пойду посмотрю на эту фабрику, которая делает эти вот миллионы сигар. Очень интересно. Да, это чистая правда.
Несмотря на то, что сигары у нас ассоциируются с Кубой, Доминикана давно ее обошла. Как только Кубе были применены санкции, множество производств перекочевали в соседнюю страну. И теперь по всей республике множество мелких и больших предприятий табачной отрасли. Я приехала в поселок Ла-Сейба на небольшое производство, чтобы увидеть все своими глазами. А расскажет мне про все 23-летняя Торседора Деби. Я, честно говоря, ожидала увидеть немножечко другое. Что это за фабрика? Где эти миллионы? Так, ничего не понимаю. Привет. Два несчастных человека каких-то сидит. Детвора какая-то. Чего не в школе, ребят? А? Странно, ничего не поняла. Ну-ка, идем. О, Дэвид. Дэвид, иду к тебе. О, Дэвид, ну что, сколько накрутил сегодня? 700 сигар уже. 700 сигар. Ну тут я увидела ресницы моего молодого собеседника и потеряла дар речи. Слушай, а что у тебя с ресницами? У тебя наклеенные ресницы? Свои, конечно. Не, серьезно. Ты посмотри на мои несчастненькие вот эти торчащие. И у тебя, боже, ты как кукла в магазине. Ой, вернемся к сигарам. То есть это ты за целый день 700 сигар накрутил? Накрутил за 8 часов. Так, хорошо. Ну, хочешь, я тебе помогу? А сколько ты в день работаешь часов вообще? Всего 8. Так уже сколько времени? Уже 8 часов ты проработал, уже можно домой идти. А у тебя есть какая-то дневная норма? Да, сколько? Сколько хочу, столько и кручу. Какой ты, смотри, дерзкий, а? Хорошо платят здесь? Зависит от количества сигар. Я получаю 7-8 тысяч в неделю. Подожди, 50 долларов в неделю. Так это нормально. Так, подожди. На, я тебя чик-чик-чик-чик-чик-чик, чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик-чик-чик, потом вот так вот пальчиками чик-чик-чик. Ой, так я же могу, слушай, тоже. Сколько ты, говоришь, зарабатываешь? 8 тысяч, да? Ну что, нормально, слушай. Давай. Ну что, куда? Что? Все, давай. Ну и что, и все? И 8 тысяч все профукали? Еще раз. Так, ну давай, слышь, начинаешь. Что ты думаешь, я не могу? Ты тут меня не смеши. Чин-чин-чин, чин-чин-чин. Эту бумажечку сюда. Так, все, загнули. Тогда я дай. Моя первая сигара. Дай. Моя первая сигара, так сказать. И последнее. Курить – это здоровью вредить. Все это знают, поэтому... Знаешь что, Давид, зарабатывай свои деньги сам. А ты вообще куришь, кстати, или нет? Я бросил уже. Правильно, поэтому ты такой красивый, у тебя такие ресницы. Ну, что у тебя ресницы такие, слушай? Точно у тебя настоящие ресницы? А можно я потрогаю? Потрогай. Ну, дай. Чин-чин. Точно настоящие. Обалдеть. Я со своими позорными, конечно, хожу и ничего. Дэви и другие его коллеги прошли курс молодого Торседора уже на работе. Начальник всему обучил их сам. А вот Джасмин после школы отправилась на специальные курсы парикмахерского искусства. И уже 10 лет успешно работает в своей небольшой парикмахерской. У доминиканок от природы кудрявые волосы, но все поголовно их выпрямляют. Так принято. Мою маму вообще как-то отстранили на 1 день от работы из-за того, что она не уложила волосы. Это кажется абсурдом, но это чистая правда. Из-за этого работа у парикмахеров расписана по минутам. И каждый день Жасмин с 6 утра уже выпрямляет волосы своим клиенткам. Жасмин, сколько у тебя в день приходит клиентов? От 8 до 12 человек. Бывает и по 20 записывается. С ума сойти. И, как правило, что женщины просят? Какую сделать прическу? Выпрямление волос – это чуть ли не единственная любимая тут прическа. И стоит эта процедура 300 песо. А это правда, что парикмахерские тут открываются в 5 утра для того, чтобы женщина перед работой зашла и сделала себе прическу? Да, так и есть. Многие хотят привести волосы в порядок перед работой. И до скольки? Как говорится, до последнего клиента. То есть, получается, у тебя день ненормированный, и от количества клиентов зависит твоя зарплата, правильно? Да, верно. Сколько ты зарабатываешь, я не знаю, в неделю, в месяц?
В лучший месяц может быть и 40 тысяч песо. Вообще около 30 получается. Из них я плачу 3000 за аренду помещения. Жасмин не прерывается ни на секунду. Не успела закончить с одной клиенткой, как уже взялась за другую. Ой, слушай, у тебя прямо тут конвейер, я смотрю, одну посадила, вторую. А что ребенку будем делать? Тоже будем выпрямлять волосы. А сколько тебе лет? 14. А зачем тебе прямые волосы? Ведь такие красивые кудряшки. А если честно, я просто люблю ходить в салон, чтобы мне Жасмин делала прическу. Ну, а скажи мне, вот что, не знаю, лучше и круче вот для вас в школе? Кудряшки или прямые волосы? Прямые. Если приду в школу с кудрями, то со мной не будут общаться. А я, представляешь, хожу в парикмахерскую и кручу, потому что мне нравятся кудри. Но это не вредно для волос. Я вот не знаю, так вот часто ходить, выпрямлять их даже. Ты как часто выпрямляешь волосы? Я тут каждую неделю. Мы уже так набили руку, что умеем правильно выпрямлять и потом правильно за ними ухаживать. Красота, как говорится, требует жертв. Несмотря на то, что в Доминиканской республике океан, пальмы и вечное лето, большинство местных живут довольно обычно. Но некоторые все же берут максимум от того, что подарила им природа, и наслаждаются райской жизнью, как, например, красавчик Франциско. У него есть две страсти. Это серфинг и женщины. И порой отнюдь не серфинг приносит ему основной доход. А чтобы узнать, как он это совмещает, я отправилась на пляж. Ты все время проводишь время на пляже? Да, Я поняла, ты серфингист? да, А серфинг это то, чем ты зарабатываешь на жизнь? да. Да сколько стоит один урок у тебя? $80 занятия. То есть с человека $80 тебе, да? Я получаю ставку $30 в день. Я знаю, что еще очень распространено здесь знакомиться с туристками. Ты знакомишься с ними? Да. И что? То есть вы знакомы, приходишь, говоришь, как тебя зовут? И она тебе говорит, меня зовут Жанна. И что дальше? Я Франциско, очень приятно. Ага. Говоришь, хочу тебя научить кататься на серфе, да? Знакомлюсь, обучаю серфу, болтаю, кокосом с пальмы угощаю. Покупаетесь, поболтаете на серфинге, ее поучишь. И что потом? А потом провожаем закат и смотрим на звездное небо. И потом они присылают тебе какие-то подарки, да? И такое бывало. Какой самый дорогой подарок тебе дарили девушки? Однажды девушка арендовала отель на 5 ночей. Мы с ней отлично провели время, и она мне еще подарила $500. Я отказывался, но она настаивала. Отлично, слушай, так вот живешь на океане, 5 дней проводишь с девчонками, а потом еще и $500 тебе дарят. Боже, какой класс! И скажи, мне никогда никто ничего не дарил. Я все работаю, все сама зарабатываю. Так же, как и мой оператор. Оператор, или тебе дарили, Сережка? Дарили тебе? А? Дарили, я таки знала. Вот эти операторы. Жанна, могу и тебя научить серфить? Я, конечно, готова, но у меня еще очень много съемок впереди. Ваших пенсионеров снять, но мне ж надо узнать не только, как живут местные парни на пляжах, но и как пенсионеры. Поэтому узнаю, останется время, вернусь. Но с оператором. Франциско наслаждается жизнью, совершенно не задумываясь о завтрашнем дне. А ведь оглянуться не успеет, как придет старость. И если нет накоплений, а ты не платил налоги, то никакие выплаты тебе не светят. А вот Мария Луиса заранее побеспокоилась о своей старости и теперь чувствует себя уверенно. Отправляюсь в гости к ней и ее семье. Как живут в Доминикане пенсионеры? По-разному. Могу сказать за себя, в свои 76 я чувствую себя превосходно. 76 лет? Как это так? Ну, выглядите вы... Как? Ну, рассказывайте, 76 лет. Я думала, вам лет 50. Нет.
Вот в какую страну я не приеду, практически везде пенсионеры совсем не выглядят на свой возраст. Почему? В чем секрет? Расскажите. Что? Что это такое? Это бананы? Что это такое? Что, бананы, манго? В чем дело? Я, безусловно, питаюсь правильно, не имея вредных привычек и делаю зарядку. Но, пожалуй, самое главное, я всегда улыбаюсь, помогаю людям и никому не делаю гадостей. В Доминикане на пенсию выходит либо в 60 лет, либо при наличии 20 лет трудового стажа. Мария Луиса, например, на пенсии с 57 лет. От государства она получает всего 15 тысяч песо. Поэтому продолжает работать и зарабатывает еще дополнительно 20 тысяч. Но пенсию получат лишь те, кто работал на госпредприятии, либо же исправно платил налоги. То есть, ну подождите, не все же живут так хорошо на пенсии здесь, в Доминикане. Есть же люди, которые, за чертой бедности, и их очень много. Не все же такие прекрасные и счастливые, как вы. Вы правы, очень многие в Доминикане не позаботились заранее о своей старости. Вот они сейчас в печальном положении. Без помощи родственников им не обойтись. А вам помогают дети материально на пенсии? Или вы полностью справляетесь сама? Я ни от кого не завишу. Я наперед так все спланировала. Я себе могу позволить даже путешествия. Я в свои 62 не получаю никаких выплат и продолжаю работать на ранчо, потому что никогда официально не была трудоустроена и не выплачивала государству налоги. В очередной раз убеждаюсь, что о собственном благополучии никто, кроме нас самих, не позаботится. Ну, вы такая прекрасная женщина, что вы проживете еще столько же лет, еще и замуж выйдете, потому что вы очень красивая, у вас очень много энергии. Поэтому здоровья вам и всего хорошего. Спасибо, но замуж больше не надо. Правильно. Кстати, надо пожить для себя. Старость – это ведь шанс пожить в свое удовольствие. Зачем его упускать? Как важно знать, чего ты хочешь от жизни, и не упускать возможность повернуть все в лучшую сторону. Нам часто кажется, что жизнь за океаном в теплых краях ярче, интереснее, беззаботнее. Но самое интересное, что жители этих райских мест саму эту райскую жизнь видят абсолютно по-другому. Рай – это абсолютное здоровье. Это когда вся семья рядом. Когда ты занимаешься любимым делом. Когда ты уверен в завтрашнем дне. Когда ты можешь помогать другим. Когда можешь дать своим детям самое лучшее. Когда в твоей стране все спокойно. Когда твоя совесть чиста. Вместо того, чтобы мечтать о другой жизни, лучше превратить свою в райскую. Ну, или хотя бы просто попробовать.